Привет! Поглядим на музыкальный софт для портативной системы Nintendo DS. Конечно же, у нас есть коммерческие проекты и возможность запускать Little Sound DJ, Nanaloop и другой Game Boy софт. Но сегодня рассмотрим любительские полноценные программы и некоторые вспомогательные инструменты. Все для создания музыки на карманной раскладной консоли, что показалось мне интересным и, может быть, окажется полезным для вас. Homebrew ромы будут также доступны на 3DS всех ревизий. Вам лишь потребуется научиться их запускать в обратной совместимости и разобраться с патчем. Похожая подборка уже есть с ромами на кирпич. Если захотите рассмотреть иную платформу, то обязательно напишите об этом в комментарии. Приятного просмотра! Погнали! С самого начала необходимо подготовить рабочее пространство, а для этого познакомимся с термином DLDI. Будь то эмулятор или флеш-картридж, это самый основной и самый важный шаг использования сторонних программ на NDS. DLDI расшифровывается как интерфейс динамически связанных устройств. Это интерфейс для библиотеки libfat, созданный Майклом Чишелом. Он необходим нам для запуска и работы с Homebrew приложениями. Попробую объяснить, что кого. Допустим, разработчик делает игру для DS, в которой вы можете нарисовать картинку и сохранить ее. Чтобы сохранить это изображение в флеш-памяти карточки, разработчик должен знать конкретный фрагмент кода, который позволяет записывать эти данные. И когда вы захотите снова отредактировать картинку, вам понадобится доступ к возможностям чтения флеш-карты. Это формирует команды чтения записи, которые как раз и обеспечивает библиотека libfat. Однако, каждая флеш-карта использует разные команды. На практике получается, чтобы ваше приложение работало на 5 флеш-картриджах, вам нужно закодировать ее со всеми 5 различными методами чтения записи. И это большая проблема для разработчиков софта и владельцев флешек. На рынке известно более 20 различных моделей кариков только для DS, и вы бы с ума сошли все это учитывать и специализировать. Вот почему на большую часть прошлых проектов просто забили. Чтобы решить эту ситуацию, как раз и появился интерфейс динамически связанных устройств. Он объединяет все известные принципы взаимодействия с картриджами, которые разработчики прикрепляют к своим проектам. Теперь для каждой флеш-карты создан специальный патч, в котором содержатся все команды чтения записи. Вы просто исправляете вашу игру или приложение с помощью DLDI конкретно для вашей флешки, и все начинает работать. Но стоит учитывать, что это необходимо только в случае, если у вас супер старый флеш-картридж и если ваше приложение использует файловую систему FAT. Практически все картриджи поддерживают патчи либо официально, либо через стороннее вмешательство. Большинство разработчиков флешек уже давно используют автоматическое исправление интерфейса. Как сказал Плюсик, если вам нужны хомбрюшки, берите флешку, которая умеет сама патчить DLDI. Но если все же решитесь патчить ромы с компьютера, помните, ваше время куда ценнее. Короче, все, что обращается к памяти флешки на ходу на DS или GBA, нужно патчить и указывать путь ресурс файлов, если это не предусмотрено разработчиком софта или картриджа. Если ваша игра и приложение не читают и не записывают данные, то их не нужно патчить. При всем при этом мне понадобилось 3 эмулятора, 5 настроек и 2 приставки, чтобы запустить все ромы из обзора. Надеюсь, разобрались и поняли, куда копать. А теперь перейдем к интересным программам для создания музыки на Nintendo DS. Мелодудлер — функциональный редактор мелодий с прекрасной визуализацией и полифонией. Прописываем мелодию в несколько паттернов, перемещаемся внутри фразы, копируем, транспонируем и сдвигаем. Просто и прикольно. Главное, учитывайте тональность в полутонах. Вся инфа написана на экране, количество тактов, темп, который нифига не соответствует действительности, это где-то 194, когда тут 130. Учитывайте расположение ноток. Вбивайте полифонически от ля диез до ля диез и перемещение по нашим фразам. Вправо-вправо, влево-влево. Тыкаем, жмякаем. Попробуем, насколько пойдет. Допустим, нам нравится. Теперь мы хотим копировать. И это основной прикол данной программы, потому что нам необходимо зажать Select вверх и вставлять паттерн, если мы хотим скопировать нулевой в первый, не в первый, а вставлять его в нулевой, и это будет Select вниз. Тем самым все наши паттерны сдвигаются. У нас идет нулевой, затем первый, и первый, который был, он уходит на место второго. Попробуем изменить его как-нибудь по-другому. Y вверх BPM, вправо жесткая подстройка, вверх-вниз легкая настройка. И смотрите,
секунды показывают нам длительность при том или ином значении темпа. Темп не совпадает с реальным, говорю сразу. Теперь попробуем послушать все это дело и покрутить флип и shift. Вот так достаточно интересно. И теперь попробуем все это дело сохранить. Готово. X, возможно, самый простой софт на районе. Вводите стилусом по экрану, меняя высоту и качество тона под забавный аккомпанемент. Предельно бесяче и весело. Жмякайте, крутите, вертите. Супер штука, главное с ума не сойти. Tone Synth DS. Редактор мелодий, внешне схожий с Korg DS10. 16 паттернов, 2 осциллятора и настройка тональности. Точечное управление стилусом и возможность автоматизировать очередность воспроизведения. Лаконичный такой синтезатор в кармане и без заморочек с патчем. Снизу у нас есть возможность приписать паттерн. Полифонический. Возможность накликать темп. У нас есть громкость. И 16 паттернов, которые можно прописать. Из интересного есть 6 преднастроек тонов, осцилляторы, модуляция, pitch, баланс, стандартный атака, delay, sustain, release, наше управление визуализированное. Это очень интересный график. Режим трека. Если мы возьмем с вами первый паттерн, а во втором сделаем вниз, в первом вверх, а в третьем ровненько. Первый, второй, третий. Визуально очень приятно. Если вдруг вам нужен синтезатор в кармане, то вот он. Nitro Tracker – игрушка в стиле Fast Tracker 2 за авторством Тобиас Вайнда. Трекер поддерживает популярный формат файлов XM, и вы можете прекрасно слушать большинство модулей и смотреть, из чего они сделаны. Сразу скажу, что тут без DI никуда, иначе вы рискуете блуждать в пустой оболочке без сэмплов, сохраненных треков и даже не сможете использовать диктофон для записи. Так что первым делом обязательно разбираемся с патчем. Nitro занял первое место на конкурсе NEO в 2006 году, а в 2009 четвертое место в рейтинге 20 лучших homebrew продуктов Nintendo DS. Здесь у нас с вами два окошка. Управление вверх-вниз на стрелочке и стилусом с сенсором. Мы одной рукой вводим ноты, а другой вверх-вниз перемещаемся. И это крутяк. Главное, не забывайте выходить из записи. Разберемся с окнами. Для начала научимся перемещаться между ними. На левый Shift и на X мы можем менять с вами окошки. Снизу у нас есть настройка для наших паттернов, настройка инструментов, точная настройка темпа, клавиатура и режим записи, который активирует ввод нот. Мы можем настроить несколько каналов, больше 4, мы можем настроить SAP канал, также мы можем настроить SAP инструмент. Это все более продвинуто, но пока
не особо нам нужно. А управление паттернами. Создать. Можно копировать, можно вставлять. И еще у нас есть стандартные кнопки управления Play и Stop. На второй вкладочке находится наш менеджер проектов. Мы можем сохранять и загружать сонги в формате XM, что достаточно удобно. Вы можете работать дома в OpenMPT трекере или в Renoise, а не дома слушать свои же модули на DS. И также есть возможность выбрать сэмплы. Список сэмплов, возможность их переименовать и так далее. Есть возможность записи сэмпла, нормализация, fade-out, fade-in, небольшая возможность поднастройки, детюнинг, панорамирование и возможность сделать луп, пинг-понг или форвард, тем самым зациклив наш сэмпл. Или сделать инструменты из короткого сигнала. И есть еще огибающая и настроечки стилуса для правши, левши, а также Wi-Fi. Нам подойдут 16-битные сэмплы, иначе получите шум. Загружаем кик. Теперь ищем бас. Выбираем второй, загружаем бас. Переходим в режим записи, выбираем инструмент и накликиваем кик. Так, сначала слушаем. И прописываем кик. Из приятного есть возможность копировать и вставить. Выбираем бас, режим записи. Выбираем темп. Нам подойдет 154, возможно. Перейдем к следующему инструменту, но для начала посмотрим, какие у нас есть параметры у инструмента. У нас есть всего лишь единственный эффект, и это громкость. Загрузим с вами еще какой-нибудь сэмпл. Теперь нам подойдут пульсы. Перейдем на другую дорожку и попробуем прописать аккомпанемент. Прописываем до. Достаточно, копируем. Хорошо, теперь попробуем сделать это потише. Окей, хотим бас поинтереснее, давайте попробуем его сделать в Normalize. У нас есть возможность нормализации. Мы чуть-чуть бас усилим, а пульс наш чуть-чуть уменьшим. Теперь нам понадобится основная мелодия. Возьмем какой-нибудь пульс, ну вот есть в серединке. Крутяк, жалко, конечно, нет у нас никаких эффектов. Ну давайте попробуем fade-out сделать. Понгать мы не будем. Можем чуть-чуть панорамку у этого пульса сюда, у этого пульса сюда. И осталось сделать тарелочки. Дальше нам остается выбрать название нашего трека. Оно будет автоматом. TTT, выбрать трек, выбрать ему название, выбрать папочку и сохранить. Sena DS – приятный секвенсор для работы с WAV-сэмплами и записями с микрофона вашей DS-ки. 8 дорожек, по 8 клипов на 16 тиков, ADSR, LFO, огибающие для редактирования, полноформатный микшер и даже панорамирование. Удобно и красиво. Что нужно понять? У нас есть 8 дорожек по 8 фраз, у нас есть пиано-ролл, он полифонический, можно вбивать большое количество значений, и у нас есть банк сэмплов. Здесь самое главное сохранять иерархию и нейминг папок. При загрузке ROM проверяет их наличие. Sena 1, 2, 3 и 4. Вот у нас есть 4 банка памяти. Мы вбиваем в них сэмплы. Есть 3 режима воспроизведения: монофонический, полифонический и триггер. Также есть транспонирование. Есть LFO огибающая, есть стандартный ADSR
R, огибающая настроечка. Окей, мы выбрали с вами kick. Давайте попробуем что-нибудь прописать. Вторую табличку. Для второго инструмента возьмем clap. Допустим, нам подойдет. Возьмем что-нибудь еще. У нас тут, правда, есть только пианинка. Давайте добавим ей delay. Сделаем громкость пониже. И что-нибудь пульнем. Достаточно весело. Можно менять размер. 1/2, 1/4, 1/16. Соло. Mute мастер режим. Интересный пирожок. У нас есть с вами общий микшер громкости. И переключаемся, копируем, вставляем и играем с вами интересную мелодию. И еще здесь есть FX Drive. Так что развлекайтесь. D-Boy – 4-канальный секвенсор для монифонических 8-битных сэмплов с достаточно высокой частотой. Закидывайте любые, они будут автоматически преобразованы в нужные. Функционал странный, но определенно заслуживает вашего внимания. Смотрите, как красиво нас встречает практически демка в опенере, а по факту это 4-канальный трекер с возможностью работать с достаточно качественными сэмплами. Выбираем канал, прописываем все на пианинке. Различные настройки. Здесь не интуитивно, но больше всего здесь интересен настраиваемый и очень функциональный EQ-осциллятор. Очень интересные эффекты и возможности их совмещать. Вы можете автоматизировать практически все. Сохранить, загрузить, экспортировать, настроить паттерны для лайва, настройки темпа, количество тиков в паттерне, есть возможность что-то вставить, что-то копировать. Очень гибкий трекер, но очень недружелюбный. Вот тут будет очень интересно и совершенно ничего не понятно. Beta Blockers DS от Дэйва Гриффитса. Это живое кодирование аудио на ассемблере с сенсорным управлением. Тут даже есть мануал и целый манифест про генеративное цифровое искусство, но я совершенно нифига не понял и ничего практичного выдать не смог. Может быть, у вас получится разобраться и получить удовольствие от процесса. Бета-блокатор, возможно, самый странный визуальный софт. Он является частью генеративного искусства, где наши паттерны самоуничтожаются в пределах 256 байт. Ничего не понятно, совершенно непрактично. Но кого-нибудь удивить и порадовать возможно. Это кислотная техно-драм-машина. Как минимум, это точно выглядит супер необычно со стороны. А еще Дэйв является создателем большого числа странных работ. Заинтересует? Ищите. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. CLDS – пошаговый секвенсор с возможностью MIDI-подключения. На выбор 175 звуковых моделей и 6 пиано-роллов, которые могут звучать одновременно. Настройки громкости, скорости, функционал сохранения и даже возможность заменить или добавить свои звуки в формате RAW. Но точно следуйте неймингу и формату. Да и более чем для простеньких зарисовок он вряд ли вас заинтересует. Большого смысла не имеет, но очень приятно. 6 пиано-роллов, которые могут звучать одновременно. Зажимая Y, мы можем все очистить. На шифты перемещаемся между окошками, есть громкость, есть уже знакомый нам вариант изменения скорости. На Select мы можем вызвать различные варианты нашей секвенции. И теперь, как пользоваться пиано-роллами. Все подсказки на экране. Зажмите влево и выберите квадратик, определяющий звук.
Вы можете заменить сэмплы, которые здесь есть, и засунуть свои, только четко следуйте неймингу и формату RAW. Не знаю, зачем вам это нужно, это не очень практично. Кроме простых зарисовочек мало чего получится, но очень приятно. Выбрали звук, тоже полифония. Насколько весело, судите сами, но как-то так. Конечно, как же без Марева, портативная суперверсия приложения. Обязательно гляньте видео с нотками от прекрасной Таши на этом канале. Это не порт от Super Famicom, а созданная с нуля версия с некоторыми адаптациями. Mario Paint Composer на DS — это не порт, это специальная версия. Она имеет различия в сравнении с Super Famicom. Самое сложное здесь будет указать путь к вашим трекам. Давайте послушаем. У нас большое количество звуков. Есть возможность сохранять и загружать свои композиции. Будет достаточно сложно, но вы справитесь. Необходимо указать путь к папке с треками в текстовый файл рядом с вашим пропаченным ромом. Blip Tracker — это бесплатная драм-машина с открытым исходным кодом на базе Nintendo DS, предназначенная для живых выступлений. Версия стабильна и успешно работает на большинстве картриджей. Поддерживает до 4 наборов по 6 сэмплов, но учитывайте нейминг. Это достаточно прикольная драм-машина. Можно натыкивать и, самое главное, можно управлять. Ставить значения, убирать их и перемещать. Все указано на экране. Также стилусом можно либо играть бит, либо вместе с шифтом играть соло на терминвоксе. Делать это, конечно, под бит. Start play. Зажимая левый shift вверх-вниз, мы можем менять наши банки. Мы можем на лету перемещаться между паттернами и менять наши звуки. Можно подгрузить свои. Самое главное — сохранять нейминг. Как указано, BD для кика, хай-хет, SN для снейра и так далее. Мы можем менять темп, можем менять свинг и играть на терминвоксе. Это действительно удобно. Glitch DS — карманный секвенсор для вандала. Привет, Breakcore Family! Подгружаем звуки, создаем триггерные точки, настраиваем скорость и глобальное искажение. Каждый звук имеет собственный 32-шаговый секвенсор частотной модуляции. На выходе же получаем мощную солянку IDM Glitch саунда. Генеративный синт размером с ладонь. По
Устанавливаем триггеры, карманный Vandal, Breakcore Family, IDM, Glitch генератор для вашей DS-очки. Выбираем звуки, подгружаем их по цветам. Устанавливаем темп. Пошаговая модуляция для каждого сигнала. Настройки дисторшена. Громкость каждого звучания отдельно. И таким нехитрым способом крутим, вертим, мутим. Не знаю зачем, но кому-нибудь точно пригодится. Зато еще есть кнопка стоп. Драм-машина Roland TR-909 – легендарный бокс, который начал революцию в электронной танцевальной музыке с 80-го года. Тут у нас набор банок 808 и 909. Выбираем звук, жмякаем на значение, собираем свои ритм-секции. Меняем темп на шифты. Жалко, нету стоп-режима, но когда неуважение подойдет. Итак, у нас с вами есть наборы 909 и наборы 808, легендарные драм-машинки. Несколько паттернов, которые мы можем редактировать. У нас есть настроечка темпа, меняем его на шифты. И можем включать и отключать звуки. К сожалению, у нас нет стоп-режима в этой драм-машинке. Мы можем все очистить и перемещаться на другие паттерны и выставлять следующие точки. Сомнительно, нефункционально, как аккомпанемент достаточно сложно в использовании, но как дань легендарной драм-машине самое то. Duck Slinger – утиный трекер для Nintendo DS. Утенок для быстрого создания музыки в стиле чиптюн. Он был представлен на конкурсе Wild Demo в 2009 году и занял второе место. А на практике мы имеем относительно бесконечную FF-ленту для 4 дорожек, 5 режимов инструмента и 7 эффектов для настройки тона. Тут чувствуется колоссальный потенциал, но в то же время это полнейший чиптюн, так что действительно им пользоваться смогут лишь избранные. Зажимаем левый shift и перемещаемся. У нас есть эффекты, арпеджио, pitch, параметры и возможность их настроить. У нас есть timbre, который можно рисовать. Недоделанная вкладочка вверх, которая не отображает значение нот. И внизу менеджер проекта. 0 и 4 можем загрузить. Из приятного 5 разных инструментов, октава, громкость, удалить, вставить и возможность все это дело проиграть. А не из приятного бесконечная лента, за которой практически не уследить. Послушаем. Если не пытаться ее поймать, то она от вас убежит, и писать в бесконечной ленте без паттернов это достаточно сложный процесс. Полетим с вами вверх, хотя бы один паттерн, если у нас получится. Давайте, чтобы не теряться. Пробуем. Clear. 16. Накатали. Окей. Попробуем каждый второй сделать какой-нибудь эффект. Ну, не знаю, вибрато. Вибрато 6. Ну, уже какой-нибудь октаве пониже. Послушаем. Супер. Ну, очень сильно стараемся. Слушаем. Демки крутые, работать невозможно, но за утку точно респект. Жалко, конечно, тех, кто писал под этот трек. Жалко. Оболочка, знакомая многим поклонникам OP1. Запись и редактирование сэмплов под простенький метроном. Рэк-эффект пленки, на которую вы можете записывать и перезаписывать процесс. Бесполезно и бесплатно. OP1 стильнейший, к сожалению, не от Teenage Engineering, но что мы здесь имеем? На шифты мы переключаем нижние окошки, на Select Shift мы переключаем верхние окошки. У нас есть режим прослушивания и есть режим записи. Работает это достаточно странно, но что можем ответить? У нас есть странный интересный метроном. Очень странный синт. Возможность записи. Возможность рекординга.
Вот это был красивый брейкаут. Абсолютно бесполезная штука, но зато так приятно представить, что хоть где-то у вас есть свой собственный OP1. Sonic Orbit – приложение-игрушка. Простой секвенсор сэмплов на основе круговых циклов. Весьма оригинально и интуитивно понятно. Интерфейс с цветными шариками. Параметры управления в подсказках. Тыкаем, перемещаем, запускаем, останавливаем. Необычное в коллекцию. Достаточно интересный тюн. Предлагает сразу нам выбрать готовые варианты. Зажав влево, мы можем остановить это крутящееся безумие. Зажав вправо, мы можем перемещать наши значения. Все звуки подписаны. Белые — это кикдрам, красный — снейр, хай-хеты, крэш, том, райд и даже кавбелл. Мы выбираем темп, крутим, раскручиваем и вращаем фигуры. Достаточно бесполезно и интересно, и, возможно, это будет вашим другом в аранжировках. Как аккомпанемент для игры, может быть, какой-нибудь бит, драм-машина. Такая штукенция. D-Step – драм-машинка с минималистичным дизайном и подсказками на верхнем дисплее. Может служить секвенсором для управления MIDI, но каким-то слишком мудреным способом. Нам доступны 4 звука по 16 тиков в 2 строчки, перемещение между страницами, рандомизация и настройка фейдеров с темпом. Простенько и со вкусом. Лево удалить паттерн, право рандомайз, селект вверх-вниз — это темп, лево-право — CC мод. WarioWare DIY. Достаточно простой и серьезный музыкальный редактор со своими приколами. Для начала нужно разблокировать к нему доступ, участвуя в самой игре, пройти обучение в розовом замке и уже затем приступить к созданию композиций. Возможно, все это пропустить, но тогда разбирайтесь с сейвами. В архиве прилагаются. Если пойти по сложному пути, то появится возможность скорректировать сейв и даже залить в него новые мелодии и MIDI. Но учитывайте размер стандартного файла сохранения, который именно тут будет не 16 мегабайт, а целых 32. И это может создать трудности при работе на вашей карточке. Но если не заморачиваться и провести приятный вечер за игрой, то даже патчить ничего не придется. Ну что, теперь рассмотрим один из самых приколдесных секвенсоров. Максимально коммерческий. Это WarioWare DIY. Очень кайфовый, есть много различных демок и треков в интернетике. Но самое главное, это вам придется какое-то время играть в эту игру, чтобы разблокировать себе все сейвы. Нас интересует, значит, WarioWare Incorporation. Здесь можно пройти обучение. И в самой DIY Studio мы можем пилить треки. Вообще это игра делать игры, но нас интересует делать музычку. Здесь есть два прикольных режима, что-то можно послушать. Так.
Смотрите, можно прикольно слушать. Очень интересный плеер. Можно включать и отключать треки. Скорость, громкость. Ну, в общем-то, вот так можно убирать. Но нас интересует режим Edit, в котором достаточно много возможностей. Для начала мы пуляем трек. У нас есть небольшой грув, настройка темпа. И самое интересное. Значит, на 5 треков, один из которых ритм, у нас есть инструменты. Помимо инструментов, у нас есть громкость от 0 до 4. И что действительно позволяет писать хорошие композиции, у нас есть панорамирование. Глухо влево, глухо вправо, и тем самым можно настроить себе достаточно интересное звучание. Наш классический паттерн, где мы можем писать по 32, делать соло или не соло. Выбирать трек. Конечно же, покажу вам Korg DS10, но семейство программ от японской компании для приставок Nintendo заслуживает отдельного подробного видео. Так что все зависит от вас. Лайки, репосты и все такое. Электропланктон. Набор интерактивно-генеративных музыкальных мини-игр. Может быть, так я бы это описал. Лучше зацените кусочек лайва от AA Battery.
У нас есть два режима, Performance и Audience. Давайте начнем с Performance. Мы можем выбрать звук, рисовать ему путь, и он будет по нему ползать. Достаточно интересные режимы, если использовать их как отдельный инструмент. И различные Audience мод. Обмазываемся делеем и хорусом. Мяу. Йоу, йоу. Ну, в общем-то, такая достаточно интересная и прикольная штука. Существует много вариантов с различными звуками. Так что глядите. Для двух экранов в карман существует огромное количество Homebrew и для работы с MIDI-интерфейсом. Часть из них требует подключения по Wi-Fi, а кому-то потребуется странный провод и различные перемычки в слот GBA. Но по факту сейчас в этом точно нету никакой необходимости. Но вдруг знаете, что такое тоже существует. Немного по поводу кирпича. LSDJ работает, но звучит отвратительно, и если вы работаете не через картридж, то вы потом устанете сейвы выковыривать по форматам. Не рекомендую. Nano-Loop, все отлично.
Помимо перечисленных программ, есть еще огромное количество клавиш, странных инструментов, наборов звуков, кнопок, и все это начинает быть похожим на АПК ранних ревизий Android-телефонов. Мне не хочется рассматривать барабаны, кнопки, синты, дуделки и прочее, что плохо работает. Но если вы знаете что-то интересное, то обязательно пишите в комментарии или делитесь в чатике в телеге. DS-ки — замечательное семейство игрушек, которые всегда приносят удовольствие. А еще и отлично эмулируются практически на всех платформах. Так что если вас что-то заинтересовало, то смело ищите, и у вас точно получится все запустить. Прошу поддержать выпуски новых видео подпиской на Boosty или классическим донатом по ссылке в описании. На этом все. Пишите и слушайте только хорошую музыку. Пока-пока!